Стрельцы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш второй прогноз на декабрь 2023 года. Смотрим с вами предстоящий событийный ряд и также делаем акцент на том, с какими энергиями вы будете завершать этот год и с чем войдете в новый цикл 2024 года. Помогут нам сегодня в этом Ленорман «Зима в Париже», а также Таро «1001 жизнь». Поэтому приступаем. Подумайте о тех событиях, которые вы себе запланировали на декабрь. Прям карта сама просится. Хорошо, пусть будет как энергия, общая энергия. Карта Доп. Итак, смотрим с вами. Энергии месяца, работа, финансы, здоровье, личная жизнь и совет от карт. Мы сейчас поступим вот так. Так, будем смотреть. Общая энергия месяца. У нас здесь падает аркан справедливость и карта суд. Но, во-первых, на повестке дня у нас бюрократические судебные процессы. Для кого-то это может быть как заключение брака, так и бракоразводный процесс. Будем смотреть на личную жизнь и делать общую, так сказать, ремарку. Далее, это для кого-то просто возобновление судебных процессов. Опять же, отстаивание своих прав и интересов в суде, то есть какие-то судебные споры, восстановление документов, вопросы репатриации, получение вида на жительство, гражданства. То есть все, что связано с государством, буквой закона, ответственностью административной или уголовной, потому что по этим картам это как закрыть и решить для себя эти вопросы. Но поскольку у нас ложится здесь карта суд, это как возобновление каких-то процессов, которые были начаты вами ранее. Посмотрим, что же здесь будет по факту. Итак, вопросы работы. Восьмерка жезлов. На самом деле прекрасный аркан, потому что это всегда карта активности. Хватает сил, времени, ресурсов на все. Это ваша, знаете, как гиперактивная позиция, подвижность. Это стремление объять необъятное, завершить все процессы. То есть быстро, легко, без каких-либо заминок. Для большинства это вопросы и увеличения клиентской базы, и расширение зоны вашего влияния, и новые партнеры, новые филиалы, и, в принципе, перспективы карьерного роста. Поскольку карта, как всегда, как любой аркан Таро, многогранна, анализируем, смотрим, как будет развиваться событийный ряд для тех, кто сейчас у нас не работает и работать не может. Девятка мечей – это переживания и страхи, а именно заявить о себе, позиционировать себя в социуме, в обществе и проявить свои таланты, потому что здесь идет какая-то боязнь осуждения, критики, в особенности мы видим аркан справедливость, боязнь хейта, боязнь непризнания того, что вы делаете или умеете делать. Хотя здесь хорошие перспективы дистанционной работы. Поэтому не бойтесь, дерзайте, здесь будет все получаться. Для тех, кто является соискателем, восьмерка жезлов и королева чаш – это вопросы протекции. Как похлопотать, отправить документы, поговорить с кем-то с глазу на глаз для того, чтобы вам посодействовать в трудоустройстве. Сможет ли вам действительно помочь эта королева чаш? По пятерке монет это еще период безработицы, но могу сказать, что человек здесь будет пробивать почву для того, чтобы действительно вам оказать непосильное содействие. Если вы у нас являетесь наемным сотрудником, то восьмерка жезлов и аркан влюбленный – это действительно предложение по продвижению по карьерной лестнице, и для вас может быть замаячить на горизонте новая должность. Поэтому шикарные возможности. И для тех, у кого свой собственный бизнес – восьмерка жезлов и шестерка чаш. Это либо выйти на те рынки, на которых вы работали ранее, либо восстановить взаимоотношения с партнерами, с которыми ранее сотрудничали, или, может быть, наново взять в свой коллектив, в свою структуру тех сотрудников, которые были под вашей эгидой, но по ряду причин ушли. То есть теперь может быть возврат этих людей обратно в вашу структуру. Смотрим с вами финансовую сторону вопроса. Ну, по восьмерке пентаклей деньги, которые, может, и достаются вам тяжело, но тем не менее идут в руки. Это само по себе прекрасно, потому что это карта достойного заработка, увеличения ваших финансовых возможностей, ну и, конечно же, рационального отношения к деньгам, потому что вы здесь четко будете структурированно выверять ваши доходы и расходы с целью накопления ресурсов на будущее. Вопросы здоровья. Падает аркан звезда.
С одной стороны, карта прекрасна, с другой стороны, говорит о ряде вещей. Во-первых, акцент. Внимание, чтобы не было переохлаждения, потому что у нас это карта холода, соответственно, можете простудиться, перемерзнуть и, как следствие, все вытекающие последствия. Плюс это аркан интоксикации, детокса, как планового по рекомендации врача, вашему желанию, так и внепланового, когда, так сказать, переели, съели не то, и, как следствие, можете, ну не дай бог, здесь может быть вопрос не то чтобы пищевого отравления, но тяжести в желудке, сложности с усваиванием и перевариванием пищи. Поэтому звезда – это всегда детокс, избавиться от лишнего, от того, что вас отягощает, ну и, как следствие, негативным образом влияет на вас. Вопросы личной жизни. Ложится здесь королева мечей. Конечно же, это не ваша карта. В первую очередь акцент здесь идет для мужчин, потому что на повестке дня у вас могут появиться здесь женщина воздушной стихии, потому что это у нас представительница Водолея, Близнецов или знака зодиака Весы. Но для девушек и женщин это может быть такая, знаете, как некая холодность и отчужденность. Не потому, что нет любви к партнеру, а потому что будет концентрация на каких-либо рабочих проектах. Это, в принципе, карта отчуждения от личной жизни по причине вашей загруженности какими-либо рабочими процессами. Но, тем не менее, все равно смотрим. Итак, с точки зрения личной жизни для тех, кто у нас свободен. Ну что ж, для мужчин здесь однозначно появление дамы сердца, потому что двойка чаш – это единение, это стабильность, это союз. А для девушек и женщин королева мечей, пятерка чаш – это, знаете, быть отравленными любовью. То есть, иными словами, здесь не то, что вам не хочется отношений, но вот те кандидаты, которые будут попадаться в рамках декабря, это, знаете, наверное, это неправильно. Это ядовитые люди или гнилые люди, хотя так некрасиво говорить. Но пятерка чаш – это, по сути, то, что для вас является ядом, отравой, то, что вас убивает. Поэтому дистанцироваться и понимать, нет, спасибо, мне такого не нужно. И если мы будем анализировать ситуацию для тех, кто у нас находится в любовных треугольниках, то для вас здесь, ну, знаете, за счет ситуации Динамо это повернуть колесо фортуны в нужное вам направление. Что значит Динамо? Ну, знаете, как говорят, есть такая пословица, чем дальше пошлешь, тем ближе будет. Так вот и у вас холод, отчуждение, дистанцирование от партнера или партнерши еще в большей степени будут его или ее притягивать к вам. Как следствие здесь, конечно, могут быть манипуляции с вашей стороны, но и вместе с тем, это, знаете, как диктовать условия, чтобы изменить ситуацию для себя в лучшую сторону. И если вы в стабильном партнерстве, королева мечей и аркан умеренность. Карта, которая говорит о ситуации примирения, знаете, как зарыть топор войны, убрать какую-либо конфронтацию, по крайней мере, закрыть глаза на некий период, потому что вы понимаете, что в декабре у вас нет сил, энергии, ресурса на какие-либо конфликты, споры или выяснение взаимоотношений. Поэтому хочется состояния покоя, праздника, расслабленности и такой зоны комфорта. Смотрим с вами рекомендации от карт. Ну, не зря я вам сказала про закрыть глаза. Восьмерка мечей – это не то чтобы позиция, как в домике, да, ничего не вижу, никого не слышу. Это понимание того факта, что, знаете, как бы не сейчас. То есть это такая позиция Скарлетт О'Хара. Я подумаю об этом завтра. Потому что здесь решать только наиболее важные, значимые для вас задачи, а все менее существенное оставить на потом. Вы понимаете, что сейчас не в ресурсе решать какие-то более глобальные аспекты, поэтому, знаете, как абстрагироваться от них. Ну и, конечно же, восьмерка мечей – это в чем-то у нас карта аскезы. То есть для кого-то вопросы диеты, отказ от алкоголя, табака, пересмотр режима дня. То есть отказаться от всего того, что вас разрушает или вас угнетает. Если смотреть в целом, месяц действительно крайне значим. Для вас он будет значимым в доме здоровья, мы видим здесь звезда, и, в принципе, энергии месяца. Потому что остальные старшие арканы у нас вышли как доп. Арканы. Но, тем не менее, месяц, который сулит важные для вас перемены. Смотрим неожиданность периода. Что же здесь? Итак, гора, сад, ключ. И дно колоды – солнце.
Это как дистанцироваться, закрыться, изолироваться от общества для того, чтобы по карте ключ решить для вас ключевые проблемы или ключевые вопросы. Потому что здесь, ну, колоды Солнца, это пролить свет на наиболее важные сферы вашей жизни, структуры. Это вопросы в большей степени процветания и реализации. Все то, что вам позволит ощущать себя комфортно, свободно, а самое главное, быть востребованными. То есть для вас это сейчас такая тема номер один. Я во главе угла. То есть личная жизнь или, может быть, какие-то неурядицы, это все после. Вот тема профреализации, своего становления, это вот та красная ниточка, которая у вас будет проходить с конца декабря 2023 года и плавно перейдет в 2024. Поэтому вот такой период, такие энергии. Конечно же, я вам все закрою, чтобы энергии шли со знаком плюс. Вы, пожалуйста, по прошествии периода напишите мне, как вам отзывается информация, резонирует ли она с вами, какие перемены в вашей жизни будут происходить. Мне будет интересно почитать. Я думаю, представителям вашего знака зодиака тоже. Поэтому жду от вас коммуникации. Благодарю вас за то, что вы остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч.